Первой остановкой круизного лайнера Celebrity Edge на пути из Рима в Барселону была Корсика. Корсика – это крупный остров в Средиземном море, один из 4 самых крупных. И это один из 18 регионов Франции. Одна горная цепь занимает 2/3 острова. По состоянию на январь 2023 года его население было 351 255 человек. Если перечислять, кто оставил следы в истории Корсики кратко, получится следующий список. Вандалы, неоднократно на протяжении 5 столетий, византийцы по очереди с готами, франки, ставшие хозяевами в 754 году, сарацины, которые отметились в 850 году, и пизанцы с начала XI века. С 1077 года Корсикой управляют представители Пизы, но уже в 1300 году остров принадлежит Генуэзской республике. До 17 столетия шла ожесточенная борьба между генуэзцами, арагонцами и местными жителями. С середины 18 столетия история острова – это сплошной период борьбы за независимость. Жители поднимают мятеж в 1741, затем в 1752 и так далее. В 1764 на территории Корсики появляется первое независимое правительство, собственная конституция. Власти Генуэзской республики не смогли справиться, поэтому просто продали остров Франции, как пишут, за долги. Так начинается период существования острова в составе Франции. Ну и, конечно, надо отметить, что идея независимости не покидает местных жителей и до сих пор. Периодически сепаратисты устраивают акции протеста и беспорядки, добиваясь для Корсики независимости. Франция продолжает раздавать обещания. Возможно, в один из ближайших дней Корсика таки станет отдельным государством. А мы прибыли в город Порт-Аячо. Надо отметить, что название этого города звучит настолько по-разному, что я не мог не обратить на это внимание. Посмотрите, какая разница в произношении. Это Celebrity Edge. Прекрасно влезает в кадр. Мы на Корсике, родине Наполеона Бонапарта. Корабль стоит прямо в городе, 200 метров до центра города, собственно, от центра города. Вот, собственно, набережная. Из достопримечательностей здесь музей Наполеона, музей искусств. Там пару картин таких достаточно интересных, вроде как Тициан есть даже. Что еще? Церковь одна большая, собор. Ну, люди приезжают, вот они устраивают покатушечки на таких корабликах, пожрать. Все их ждут с нетерпением. Ну, такой кораблик, вот народ идет и идет. С 8:30 был открыт выход. Сейчас у нас сколько? 10:30, и народ все идет. Ну, честно говоря, снимать особенно нечего. Обычный портовый город. Хорошо, что у них глубокое море, может быть, его там выкапывали, непонятно. В любом случае приходят лайнеры, и это хоть какое-то оживление, потому что, соответственно, это остров, сюда на машинке-то, ну, наверное, паромы ходят, скорее всего, ходят, как иначе попадают. Но по-хорошему это туристико. Вон там вот автобус туристический, опять-таки ждал наш кораблик. Это местный рыночек, колхозный, совхозный. И все остальное стандартная Франция, Италия, Испания. Одинаковые плюс-минус домики 16, 17, 18, 19 века. И пару-треху старых фортификаций. Ну, здесь опять-таки понятно, завышенные цены, охренительные, но красиво. Вот оливки 2000 сортов, вяленые, паленые, жареные, сырые, йоу, кормите, бай. Продолжение рыночка, тоже оливки. Вот так это выглядит. Симпатичная девушка продает оливки, чтобы покупали. Внутренняя часть рынка. Куча, конечно же, местных сыров, колбас, мяса, вяленого, пареного, вина есть. Но вина на Корсике так себе, какой-то один сорт нам рекламировали.
Там будут фрукты, дыньки местные. Ну, хороший, красивый европейский рынок. Это площадь на побережье в маленьком городочке Аджасио, он же Айячо почему-то. Это, собственно, семья Наполеона. Они очень себя любили, конечно же. Площадь вот такая. Вот там вот виднеются современные гостиницы. Здесь перестроенные под гостиницы дома. Старинные здания. Вот сейчас подойдем к берегу. С правой стороны там пляжи муниципальные. В Европе, в частности во Франции, практически все пляжи являются общим достоянием, муниципальные. Вопрос в том, что вот памятник Наполеону и его семейству, старые домики, гостиница и пляжики. Муниципальный пляж. Видно, что нет никаких удобств. Вода красивая, вот огорожена, чистая, прозрачная. А дальше здесь камушки. Вообще во Франции, непосредственно на Лазурном берегу, весь берег каменистый. Здесь, похоже, песок искусственно насыпан. Но красиво, машинки стоят, местные приезжают купаться. Вон пляж рядом.